Всем привет, дорогие друзья! После выпуска про китайский мега-круизер Benda LFC 700, кто не смотрел, ссылка будет в описании, многие из вас возмутились стоявшей там скопированной японской рядной четверки. Поэтому сегодня я представляю вам более кубатурный пауэр-круизер, как и положено с настоящим V-твином Gaokin Thor GK 1000. С точки зрения современных технологий производства мотоциклов в Китае, компания Gaokin входит в тройку лидеров, однако в Европе она больше известна мотоциклами Brixton, разработанными совместно с австрийской KSR Group, которые производятся Gaokin в китайском городке Чунцине. Однако, как оказалось, Gaokin Thor GK 1000 появился и под названием MBP C1002V, который пойдет на европейский рынок. Там бренд MBP представляет компания KSR, которая хорошо известна в Европе своими скутерами, а для мотоциклетного направления компания выбрала новое имя. Мотоциклетное подразделение Gaokin особенно довольно совершенно новым разработанным GK 1000 Thor. Это стильный спортивный круизер с особым и, что примечательно, непредвзятым дизайном. Визуально Thor, как и подобает настоящему круизеру, довольно внушительных размеров. Его длина составляет 2380 мм, а колесная база 1665 мм. Но сиденье при этом имеет доступную для любого райдера высоту в 680 мм. Несмотря на размеры и огромный 22-литровый бак, в снаряженном состоянии GK 1000 Thor весит всего 269 кг, что по меркам класса очень достойный результат. Это стало возможным благодаря раме и маятнику заднего колеса, которые изготовлены не из стали, а из алюминия, что вкупе с довольно низким центром тяжести обеспечивает невероятно легкое управление, так что Тора может оседлать даже новичок. В Gaokin могли взять мотор от Brixton 1200, о котором, кстати, выпуск также выходил ранее, ссылка будет в описании. Однако в компании решили разработать новый и более подходящий V-твин, который на данный момент стал самым мощным двигателем компании. Фактически объем силовой установки с жидкостным охлаждением составляет 997 кубических сантиметров. Развал цилиндров необычный 80 градусов. Максимальная мощность составляет 90 лошадиных сил на 7200 оборотов в минуту, а крутящий момент 95 ньютон-метров на 6000. Производитель заявляет, что Thor способен разогнаться до 200 км в час. Подвеска мотоцикла состоит из компонентов Каяба. Это передняя перевернутая нерегулируемая 43-мм вилка, а сзади моноамортизатор, регулируемый по преднатягу и отбою. За торможение отвечает система G-Juan из Испании. Это два 320-мм передних диска с 4-поршневыми суппортами и один 300-мм диск с двухпоршневым суппортом сзади. АБС от Bosch уже в базе. Колеса на круизере легкосплавные, спереди 130/70 R18, а сзади установлена солидная 240/40 R18. Обуты они в резину от немецкого производителя премиум-класса Metzeler. Кстати, здесь вы не увидите цепь, потому что крутящий момент на заднее колесо передается не требующим обслуживания ремнем.
GK1000 из электроники может предложить два режима двигателя: электронную ручку газа, трекшн-контроль с возможностью выбора режимов работы, круиз-контроль, который, правда, можно включить только свыше 60 км в час, полностью светодиодное освещение, причем головной свет умный, включается автоматически, когда стемнеет, а также полностью цветную цифровую приборную панель, которая поддерживает возможность подключения смартфона по Bluetooth. За новенький Thor в Поднебесной просят около $8500.